Всем привет! Сегодня поделюсь с вами простыми приемами, которые помогают мне и, надеюсь, помогут и вам организовать хранение в морозильной камере, как всегда, удобно и компактно. Поехали! Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при использовании морозилки, это, естественно, недостаток свободного места, обветривание, смешивание запахов и беспорядок, когда мы не можем быстро найти нужный продукт, опознать его, чаще всего неопознанным у нас остается мясо, или вообще не помним толком, что там завалялось на самом дне. Для хранения в морозильной камере очень важно правильно подобрать упаковку, обязательно прямоугольной формы. Например, контейнеры, обычные или от мороженого, подойдут, когда нужно что-то плотно утрамбовать, к примеру, зелень, а если ее предварительно хорошо просушить, то она останется рассыпчатой. Но есть емкости, которые позволяют еще более компактно хранить продукты. Это пакеты из-под молока и соков. Контейнеры все-таки заужены к низу и имеют выступающие части, а эти коробки идеально примыкают друг к другу. И их можно обрезать точно по высоте ящика. Только обратите внимание на то, что перед тем, как помыть упаковку тетрапак, ее дно нужно разобрать, чтобы там не оказалось остатков молока. Особенно если вы собираетесь замораживать там жидкости, бульоны, соусы, фруктовое пюре какие-то. Это, кстати, тоже очень удобно, только имейте в виду, что при замерзании жидкости увеличиваются в объеме, поэтому всегда нужно оставлять немного свободного места. Еще у контейнеров есть такой недостаток, они продолжают занимать пространство даже тогда, когда становятся полупустыми. А коробки всегда можно дополнительно обрезать. Очень активно я использую пакеты на зип-застежках. В них удобно хранить продукты россыпью, например, ягоды. Если их сначала заморозить на поддоне, а потом только отправить в пакет, то они будут перекатываться, принимая любую форму, и ими можно будет заполнить пространство, в которое не помещаются ни коробки, ни контейнеры. А нерассыпчатые продукты, мясо, например, удобно распределить в этих пакетах тонким слоем прямоугольной формы. Так оно очень быстро заморозится и, главное, будет быстрее и равномернее размораживаться. Замораживать их стоит сначала лежа на дощечке или поддоне, чтобы сохранилась форма. Если я замораживаю порционно на один раз, то беру обычные зип-пакеты. А если нужно будет закрывать и открывать по несколько раз, то тогда со слайдером ими намного легче пользоваться. Проблема смешивания запахов и обветривания решается одинаково – герметичной упаковкой. Воздух по возможности нужно полностью удалять либо с помощью вакууматора, либо с помощью соломки. Большие цельные куски можно просто окунуть в воду или хотя бы выдавить этот воздух руками. Пакеты на зип-застежках защитят продукты от окружающих запахов и потери влаги. В небольших морозильных камерах очень сложно соблюдать правила соседства продуктов. Как ни старайся, а все равно кладешь туда, где просто есть место. И вакуумные упаковки в этом случае очень выручают. А если контейнеры закрываются не герметично, то их можно обмотать дополнительно пищевой пленкой. А с обычными полиэтиленовыми пакетами нужно быть очень осторожным при упаковке продуктов с сильным запахом, потому что даже если их хорошо и завязать, они все равно очень быстро рвутся, и один такой плохо упакованный пакетик может подпортить своим ароматом все содержимое морозилки. Для того, чтобы в ящиках был порядок и каждый продукт был сразу виден, я стараюсь складывать все в один слой. Если беру контейнеры, то кладу их не друг на друга, когда не видно, что находится внизу, а на бок, чтобы каждый из них был на виду. Для этого контейнеры должны быть прозрачные и подходить по высоте ящика. Если это коробки, то обрезаю их ровно по высоте ящика, и, естественно, они помещаются только в один слой. Пакеты, замороженные предварительно горизонтально, ставлю не стопками, а вертикально рядами. Опять же, чтобы каждый было хорошо видно и можно было легко вытащить, не переворачивая весь ящик. Для того, чтобы не путать, где что лежит и когда это заготовлено, можно написать информацию на малярном скотче, на наклейках. Мне больше всего нравятся ценники, потому что они яркие и очень заметные. А на пакетах-слайдерах есть белое поле, на котором можно писать водостойким маркером.
Один из ящиков у меня разделен на секции разделителями. Я их уже однажды показывала. Очень удобно для сортировки различных продуктов. Здесь я храню то, что должно быть всегда в запасе, какие-то заготовки. Одно отделение у меня отведено специально для мелочевки, которая иначе просто затеряется где-нибудь на дне ящика. И если летом, например, всегда должен быть в наличии лед, то опустевшая ячейка напомнит мне о том, что пора пополнить запасы. Разделители я немного обрезала, чтобы они были пониже, и сверху над ними образовалось свободное пространство. И поскольку часто мне не хватает одного поддона для заморозки, я использую это пространство как дополнительное, чтобы идеально ровно поставить туда дощечки с продуктами. Вот таким образом я заполняю пространство морозильной камеры полностью и, несмотря на это, имею быстрый и легкий доступ к каждому продукту и всегда четко вижу, сколько чего у меня есть, а что нужно пополнить. Я знаю, что у каждой хозяйки есть свой секретик или рецептик для морозильной камеры. И буду очень благодарна, и думаю, не только я одна, но и все зрители, если вы поделитесь своим опытом в комментариях под видео. Еще больше видео об удобном хранении вещей вы найдете у меня на канале. Спасибо всем за внимание, пока!